Маркелова Софья Сергеевна. Недра. Глава 1. Сирены подземки. Степан Федорович ступал чуть впереди, сжимая путевой ключ. Свет ламп плясал на светоотражающих полосах его рыжего жилета, туго стягивающего пузатый живот. Сережа держался возле наставника, шагая по железобетонным шпалам и подсвечивая фонариком рельсы, выискивая любые видимые повреждения. «Здесь так тихо», – произнес парень шепотом, опасаясь, что иначе эхо разнесет его голос по всему тоннелю. Они уже долго брели по ячеистому подземному коридору, никого не встречая. И казалось, что неестественная тишина сгущалась все больше с каждым шагом. «Тихо?» – в полный голос переспросил Степан Федорович и погладил рукой в перчатке подстриженные усы. «Просто сегодня воскресенье, на путях только обходчики, другие службы не работают. Вот и кажется тебе, что мы одни в целом мире остались». Степан Федорович усмехнулся и махнул рукой, указав вперед. «Там подальше вентиляционная шахта будет. Вот она гудит, как паровоз, особенно зимой. Но отсюда еще не слышно». Наставник со стажером сделали остановку, чтобы осмотреть кронштейны контактного рельса. Степан Федорович черкнул пометку в журнале обходчика о найденной неисправности, и они отправились дальше по маршруту. До открытия метро оставалось совсем мало времени, а им предстояло еще много мелкой работы. «Знаю, о чем ты хочешь меня спросить», – сказал вдруг Степан Федорович, пока они со стажером проверяли один из болтов на стыке. «Сам молчишь, а в глазах вопрос так и читается». «И о чем же?» – встрепенулся Сережа, отбросив с лица длинные пряди волос. «О метро-2», – расплылся в улыбке немолодой обходчик. «Все вы, юнцы зеленые, хотите знать, существует ли оно на самом деле?» Это второй по популярности вопрос от стажеров после крыс-мутантов. «И каков ответ?» – спросил парень. «Нет здесь, конечно, никаких крыс. Сам подумай, чем бы они тут питались в пустых-то тоннелях». «Я не про крыс, а про метро-2». «Да знаю!» – рассмеялся Степан Федорович, а его глубоко посаженные глаза лукаво заблестели. «Это я шучу так, Сергей, не держи зла на старика». «А про секретное метро? Многие из наших твердят, что спецветки существуют, тянутся на большой глубине от самого Кремля, мол, чтобы правительство спаслось в случае ЧП. Но лично я считаю, что нет и никогда не было в подземке никаких тайных линий. Это лишь байки. Вы же не можете знать этого наверняка», – заметил стажер. С болтом было покончено, и напарники вернулись к обходу участка. «Метро огромно. Чтобы детально его исследовать, потребуются годы». «Я больше 20 лет в подземке тружусь. На каких только ветках и станциях не поработал за это время. С кем только не общался. Так что, поверь мне, знаю, о чем говорю». Сергей промолчал, и наставник не преминул его поддеть. «Что, метро сразу растеряло для себя все свое таинственное очарование?» Сережа не ответил, а лишь ниже склонился к рельсам, делая вид, что внимательно разглядывает несуществующие трещины. «Да ладно тебе, не расстраивайся. Хочешь, я пару других баек расскажу, которыми у нас тут новичков пугают? Глупости, конечно, но молодым вроде тебя только такое ведь и нужно, да? Чтобы жути побольше и кровь в жилах стыла, пока ходишь ночью по безлюдным тоннелям». Сережа не подал виду, как слова наставника его заинтересовали, и равнодушно протянул. «Ну, можно и послушать». «Ну, слушай тогда». Степан Федорович привычным жестом коснулся усов и, скользя взглядом по подземным коммуникациям, неторопливо начал рассказ. На старых станциях, лежащих под самым центром города, случается, что вечерами или глубокой ночью, когда в метро почти не остается людей, проезжает призрачный состав. Многие путейцы и по сей день рассказывают, как, обследуя свой участок, вдруг слышали в тоннеле гул приближающегося поезда. Думая, что это мотовозы с бригадой или оборудованием, отступали в сторону, но мимо них проносился сотканный из марева поезд, чей потусторонний красный свет фар наполнял тоннель жутким сиянием. И, казалось, нигде от него было не скрыться. Никаких пассажиров в вагонах нет, кабина машиниста пуста. Промчавшись мимо, поезд растворялся с концами в гулких коридорах подземки, и только мертвецкий холод еще долго стоял в воздухе, пробирая до костей.
словно сама смерть верхом на своем железном коне проскакала в метре от тебя». Наставник покосился на новичка, ожидая его реакции. Но Сережа совершенно хладнокровно заявил: «Старая байка. Я ее впервые услышал, когда мне лет 7 было. Тогда все это, конечно, казалось очень жутким. Но сейчас история о призрачном поезде вызывает у меня разве что ностальгию по детству». Немолодой обходчик удивленно вздернул брови, поразмыслил и сказал: «Ну хорошо, есть у меня кое-что пострашнее. Слушай про черного машиниста». «Да», – сразу прервал его Сережа. «Обгоревший человек ходит по подземке в поисках справедливости. Знаем». «Тогда, может, ты не слыхал о путевом обходчике?» «Это та самая история о мертвом трудоголике?» «Грубовато ты так о нашем брате. Ну а что ты знаешь о скульптурах с площади Революции?» «Все, что можно». Степан Федорович крякнул, крепче стиснул путевой ключ и почти на целую минуту замолк, очевидно, перебирая в голове все известные ему страшилки о метро. Сергей следил за ним с легкой усмешкой, подозревая, что наставник ничем новым его не порадует. Но путеец вдруг вздрогнул, задумчивым видом погладил усы и произнес: «Есть кое-какая история. Уж ее-то едва ли ты где-то слышал». «Да неужели?» – усомнился Сергей. «Эту байку рассказывают только местные старожилы, которые на этой станции не первый десяток лет работают». Обходчик неожиданно сделался очень серьезен, расправил плечи и вкратчиво заговорил. Те времена, когда эту ветку метро только прокладывали, когда станции появлялись медленно, одна за другой, а многотонные проходческие машины вгрызались в землю, перемалывая камни в труху. Случилось так, что один участок стены в прорытом щитом тоннеле не выдержал и рухнул. Степан Федорович сошел с путей и указал рукой на чугунные тюбинги, очертив в воздухе границы воображаемого разлома, о котором рассказывал. Строители стали разбираться, как же так случилось, и выяснили. Земля провалилась, потому что за ней располагались обширные и глубокие катакомбы. Невероятная находка. Да, только те люди, что отправились исследовать эти лабиринты, не вернулись. Раз за разом туда посылали целые группы с оборудованием и всем необходимым. Но обратно лишь однажды пришел израненный несчастный, что трудом выбрался наружу, при этом практически лишившись рассудка. В агонии он без конца твердил, что эти катакомбы спускаются до самого центра Земли. И там, на глубинных ярусах, обитают такие твари, которых человечество еще не видывало. Реликты – первые создания этого мира, ушедшие под землю и скрывающиеся там тысячелетиями. И теперь, когда люди потревожили их, былого покоя уже ни для кого не будет. «Это…» – попытался было вклиниться в рассказ Сергей, но наставник его нетерпеливо остановил. «Я еще не закончил». Степан Федорович сурово свел брови и пожевал губами, будто раздумывая, что говорить, а что нет. После того случая было решено никого больше в катакомбы не отправлять, а для надежности закрыть этот участок путей. План прокладываемой ветки метро изменили и стали себе дальше работать, а получившийся тупик с проломом в стене запечатали. Вот только ящик Пандоры уже открыли. И, как обещал безумный предвестник, ни для кого больше покоя не было. Сделав секундный перерыв, чтобы перевести дыхание и кинуть короткий взгляд на пути, убегавшие в полумрак тоннеля, путеец продолжил. Несколько лет спустя, когда строительство завершилось и закипела жизнь на новых станциях, стали поговаривать работники метро, что чудятся им на одном единственном перегоне странности все время. То голоса, то шаги чьи-то. Иногда тени колышутся сами по себе, а порой слышен звук едущего поезда, когда ни состава, ни мотовоза в тоннеле нет. Стоит прислушаться хорошенько, как ясно становится, что звук-то из-за стены идет, где нет ничего. Но чаще другого проходчики и монтёры слышали пение. Такое чарующее, необыкновенное пение, словно это морские сирены манили их к себе. «Сирены? В подземке?» – совершенно серьезно переспросил Сергей. «Да, так и стали величать этих невидимых певцов. Сиренами. Говорили еще, что кто услышит их зов, пойдет на него, непременно исчезнет. Многие это связывали с запечатанными катакомбами. Ведь все странности творились и творятся по сей день только на перегоне, где находится тупик. Это здешний перегон, Сергей.
Мы сейчас прямо по нему ходим. Где-то тут этот заложенный тоннель все еще есть? Может и есть. Я, знаешь ли, намеренно его никогда не искал. И не стану». Степан Федорович насупился, опустил голову, и на его лицо набежала тень. «Эту историю вы рассказали иначе, чем первую», – заметил парень, присматриваясь к наставнику. «Так, будто сами были всему свидетелем». «Я слышал однажды пение сирен. Вернее, нечто очень похожее на него». Брови Сергея удивленно приподнялись. «Обходил свой участок и внезапно различил, как плывет вдалеке протяжное пение. Долго стоял, прислушивался. Столько раз мне старики пересказывали свои байки. А тут, вот те раз, все как в их сказках. Чудесные голоса зовут меня из темных тоннелей». «И что вы сделали?» «Пошел дальше работать. Что еще я должен был сделать, по-твоему?» «Вы так и не поверили до конца, да?» «Мальчик мой, все эти страшилки сочиняют только для того, чтобы молодежь пугать. И мы с тобой можем долго рассуждать о том, что нам чудится, а что нет, в темноте и одиночестве посреди гулких тоннелей метро. Хотя в одном я тебе, пожалуй, признаюсь. То пение, что мне послышалось, воистину было нечеловечески прекрасным». Спустя несколько недель стажировка Сергея подошла к концу. Он по-доброму распрощался со Степаном Федоровичем, поблагодарив его за наставление и обучение, и, наконец, отправился в тоннель один, на самостоятельный обход выделенного участка пути. Первые смены он в одиночестве блуждал по своим владениям, прислушиваясь к далеким голосам других работников и затухающему гулу мотовозов, между делом обстукивая молотком стыки рельс. По будням в тоннеле было еще оживленно. Встречались коллеги, монтеры, электромеханики и связисты, с которыми можно было перекинуться словцом. Но в воскресенье Сережа был предоставлен самому себе, разделяя ночь с приглушенными завываниями вентиляционной шахты и шумом собственных шагов. Именно в такую безлюдную ночную смену он и услышал впервые тихое, едва различимое пение, плывущее под сводами подземного коридора. Замерев, парень не поверил собственным ушам, но чем дольше он вслушивался, тем отчетливее становился крепнущий голос певца. Не женский и не мужской, андрогинно-бесполый, рождающий такие невозможные звуки, что просто не подвластны человеческим голосовым связкам. Словно агнец на зов пастушьего колокольчика, Сережа побрел вперед, туда, откуда доносилась неземная печальная мелодия, влекущая к себе, разжигающая в душе пламя надежды на скорую встречу с удивительным певцом. Ему так хотелось коснуться этого чуда. Свернув из основного тоннеля на служебно-соединительную ветку, парень ускорил шаг, и пение стало громче и ближе. В нетерпении он бросился вперед, опасаясь, что морок песни может вдруг развеяться. Мимо мелькали темно-серые стены, змеящиеся линии проводов, светильники и пикетные таблички, сливаясь в единую смазанную линию, пока Сергей не нырнул в портал затемненной камеры, что оканчивалось массивным гермозатвором. Гигантская черная дверь казалась плотно закрытой. Парень подошел ближе и коснулся стальной поверхности, различив, как стихает пение сирены. Однако звук не должен был так легко проникать через толстую запертую дверь. И Сергей с помощью фонарика внимательно обследовал механизм, быстро убедившись, что в действительности гермоворота были слегка приоткрыты. Через узкую щель вполне мог протиснуться человек, что Сережа в итоге и сделал. Едва он оказался по ту сторону и озарил фонарем внутреннее пространство тупикового тоннеля, как его сердце сделало в груди кульбит и замерло. Дрожащими руками он нашарил в кармане спецовки телефон и, даже зная, что сообщение уйдет только на станции, заранее набрал и отправил короткий текст: «Я нашел». Глава 2. Ход в неизвестность. Встреча должна была состояться в следующее воскресенье в перегонном тоннеле возле вент-камеры. Тимур собрался лезть через кабельный коллектор, соединявший вентиляционную шахту метро с тягово-понизительной подстанцией на поверхности.
Это был ближайший удобный залаз, особенно если на руках имелись ключи от подземных служебных дверей. Сережа, переодевшийся после смены в удобные штаны цвета хаки и флисовый джемпер, ждал его в условленном месте, нервно поглядывая на наручные часы. Лучший друг опаздывал на 11 минут, что было ему не свойственно. Но, наконец, из вертикального ствола вентиляционной шахты послышался шорох, а следом звук шагов по решетчатому настилу и сопение. Тимур выглянул из-за угла, чтобы убедиться, что товарищ его дождался. В своих черных штанах и толстовке он полностью сливался с тенями, выделяясь только светлым овалом лица. Облегченно махнув другу, Тимур вышел из укрытия и зачастил. «Проклятие! Ты представляешь, какая-то бабка уселась продавать кислую капусту прямо перед подстанцией. Не мимо пройти беспалевно, не прогнать ее. Пришлось выкупить все ее товары, чтобы старая кошелка свалила домой. Так что я тут с провизией». Он криво усмехнулся и принялся доставать из рюкзака капусту, разложенную по полиэтиленовым пакетам. Оставив ненужные более покупки прямо на полу, Тимур почесал коротко остриженную голову и поторопил приятеля. «Давай, отпирай ворота, а то не терпится посмотреть на наши катакомбы». Их разделяла высокая решетка с небольшой служебной дверью. Сережа как раз стоял возле нее, крутя связку ключей на пальце. «Да открыто давно, проходи. Только мне ключи нужно будет на место вернуть до начала смены. До полуночи, чтобы никто не заметил пропажи». «Не боись, вернем», – бодро отозвался Тимур, распахивая дверь. «Или ты думаешь, мы не успеем облазить эти катакомбы сверху донизу за 18 часов?» Сережа, смахнув с глаз вечно мешавшие патлы, протянул ладонь для приветствия. «Ну, если нам не попадется больше бабок с капустой, то должны управиться». Обменявшись рукопожатиями, парни широко улыбнулись друг другу, предвкушая новую совместную авантюру. Только белозубая улыбка Тимура резко померкла, стоило ему рассмотреть еще одного человека, сидевшего на корточках позади Сережи и скрытого тенями все это время. «Ты совсем сбрендил?» – мгновенно вспылил Тимур, выдергивая ладонь из руки друга. «Зачем ты притащил с собой Карину?» Девушка, услышав свое имя, вздрогнула и легко поднялась на ноги. Ее обычно распущенные медно-русые волосы были собраны в тугую косу. Привычные короткие платья Карина впервые променяла на грубые джинсы и фиолетовую ветровку, чем поразила Тимура. Он-то привык думать, что эта принцесса презирала любую нормальную человеческую одежду, кроме своих воздушных нарядов и высоких каблуков. «Я ее не тащил. Она сама изъявила желание пойти с нами в катакомбы. Лезла тем же путем, что и ты, между прочим». «И ты позволишь ей увязаться за нами под землю?» «Я решил, почему бы и нет», – пожал плечами Сережа. «Почему бы и нет?» – рассвирепел Тимур и обвинительно ткнул пальцем в Карину. «Да у нее же нет никакой подготовки. Куда она спускалась до этого? Разве что в подвал за картошкой». «Неправда. Я была на Неглинке и на Солянке», – в свою защиту высказалась девушка. «Прогулки для детишек», – презрительно сплюнул Тимур. Сергей бросил на него хмурый взгляд. «Ну что ты к ней пристал? Мы ведь не на секретный правительственный объект лезем». «Серега», – резко оборвал его Тимур. «Мы с тобой вдвоем уже сколько лет по заброшкам и метрострою пыль собираем? Со средней школы. Это лет 10, наверное, не меньше. В своем опыте, как и в твоем, я не сомневаюсь. Но брать с собой новичка вот так, ни с того ни с сего, не предупредив даже, это несерьезно. Я от тебя такой фигни не ожидал». «Ну уж извини», – тоже начал заводиться Сережа. «Я понятия не имел, что не могу сам решать, кого мне стоит, а кого не стоит брать на вылазки. Если тебя это так волнует, то я полностью возьму на себя всю заботу о ее безопасности». Тимур непримиримо скрестил руки на груди, всем видом выражая несогласие. «Мы никуда не полезем в таком составе. Пусть даже ты ее на руках понесешь, я не соглашусь. Это не игрушки. Мы готовимся проникнуть в заброшенные катакомбы под метро, о котором нет никаких данных, кроме городских страшилок. А ты хочешь тащить балласт». «Я не балласт», – возмутилась Карина. «Я вообще-то тут стою и все слышу. Если у тебя со слухом все в норме, то послушайся меня и иди домой. А метро и катакомбы оставь опытным диггерам». «Тимыч, не надо с ней так», – угрожающе произнес Сергей. И от его голоса повеяло холодом. «Если она не пойдет, я тоже останусь.
И уж будь уверен, не скажу тебе, где именно залаз в катакомбы». Тимур удивленно воззрился на лучшего друга, не ожидав от него подобных слов. «Мы ведь с тобой столько лет искали подтверждение этой городской легенде, и ты просто так меня кинешь в шаге от цели?» «Вот именно, Тима. Годами мы с тобой шарились по подземке, форумы отслеживали ради крох информации. Сюда я устроился, только чтобы все проверить и точку входа найти. И теперь, когда все наконец-то готово, ты устраиваешь сцену из-за того, что моя девушка просто пожелала составить нам компанию? Хочешь все труды на нет свести, тупо из-за своих принципов?» Карина, виновница разыгравшейся ссоры, стояла возле Сергея, потупив большие, обрамленные пушистыми ресницами глаза, но особенного раскаяния в них не читалось. «Послушай», – предпринял Тимур очередную попытку, – «одно дело, что ты теперь таскаешь ее на все наши тусовки и пьянки, но совсем другое – в подземку и катакомбы, где может случиться все, что угодно. От столкновения с поездом или касания контактного рельса до обвала в пещерах. Она может пострадать или передумать и запроситься домой посередине пути. Это же изнеженная девчонка». «Замолкни!» – зло оборвал его Сережа. «Я за нее отвечаю. Не тебе в этом беспокоиться. От тебя нужен только ответ на вопрос. Ты с нами или забываем о катакомбах и разъезжаемся по домам сейчас же?» Сергей протянул другу раскрытую ладонь, и Тимур, стиснув зубы, некоторое время сверлил его потемневшим взглядом. Ему не нравилось, что его поставили перед выбором, который он не хотел совершать. «Время уходит», – напомнил Сережа, глянув на зеленые цифры наручных часов. «Ладно», – сдался Тимур и пожал протянутую ладонь. «Идем таким составом. Но слушать ее жалобы и нытье, если вдруг что не так, я не собираюсь. Я прекрасно понимаю, что отправляюсь не на прогулку в парк», – обиженно оттопырив нижнюю губу, ответила Карина и подхватила компактный рюкзачок с пола. Сережа осмотрел лучшего друга и свою девушку с головы до ног, выдал всем припасенные заранее каски с фонариками и первым покинул безопасное убежище вент-камеры, ступая на бетонную обочину перегонного тоннеля. Карина и Тимур тенями последовали за ним. «Здесь скоро проедет состав», – предупредил он шагающих позади спутников, заслышав далекий грохот. «Нам нужно успеть добежать до сбойки! Быстро!» Троица, выстроившись в колонну, поспешила вперед, придерживая лямки рюкзаков. Тимур бежал последним, и перед его глазами все время назойливо мельтешила косичка Карины, не позволяя раздражению улечься в душе. Он никак не мог поверить, что согласился на компанию этой пустоголовой девчонки. «Я удивлюсь, если она не доставит нам проблем», – мелькнула у него мысль. Фары приближающегося поезда осветили тоннель и 3 силуэта, скользивших вдоль стены. «Сюда! Бегом!» Сережа нырнул в сбойку и за руку втянул Карину. Тимур заскочил в спасительный проход последним, уже чувствуя щекочущий затылок ветер, поднимаемый мчащимся составом. «Ух!» – выдохнула Карина, во все глаза рассматривая смазанное тело стального гиганта, несшегося мимо их убежища. Это было совсем не то же самое, что разглядывать окна проезжающего поезда на станции. Здесь он казался глубинным хищником, выслеживающим в темноте своих жертв золотом ярко-желтых глаз. «От следующего поезда мы тоже побежим?» – негромко спросила девушка. «Нет». Уголок Сережиных губ дрогнул в улыбке. «Здесь 2 шага пройти осталось». Как парень и обещал, стоило поезду исчезнуть, он вывел друзей из бойки, и через несколько метров показалась прежде найденная им неосвещенная камера с гермозатвором. Конечно же, Карина восхитилась размерами двери, на что Тимур только закатил глаза, предчувствуя, что подобные комментарии будут сопровождать его весь путь. «Так ты говоришь, гермуха была открыта?» – спросил он у Сережи, разглядывая массивный механический привод. «Ага, и открыта снаружи, разумеется. Изнутри ее и поездом не снести. По легенде, участок пути заперли, чтобы из катакомб никто не полез. Ну, видимо, заперли неплотно». Сергей щелкнул фонариком на каске и юркнул в щель. Либо же кто-то, как и мы, решил одним глазком посмотреть, что там внутри. Его голос заглушило толстое металлическое полотно гермозатвора. И не вернулся, закончил за друга Тимур. И хотя он ничего такого в эти слова не вкладывал,
Но Карина все равно кинула испуганный взгляд на парня, оставшегося с ней один на один по эту сторону двери. «Вот оно!» – мысленно восторжествовал Тимур. «Похоже, девчонка отчаянно трусит. Храбрится лишь перед Серегой, чтобы произвести на него впечатление. Это значит, если хорошенько ее запугать сейчас, она передумает идти с нами и, бросив все, побежит к мамочке». Эта идея настолько понравилась Тимуру, что он расплылся в широкой белозубой улыбке. Карина с опаской покосилась на молча скалившегося ей парня и скользнула следом за Сережей в дверную щель. Тимур неторопливо преодолел преграду затвора за Кариной и замер в восхищении, как и его друзья, оглядывая заброшенный тупик. Неосвещенная продолговатая камера была наполовину вымощена бетонными блоками. Дальше виднелся узкий участок голой утрамбованной земли, разломанное бетонное кольцо и покосившийся ротор тоннелепроходческого щита. «Обалдеть!» – воскликнул Тимур, включая фонарик. «Щит! Настоящий, мать его, щит!» Сергей не без улыбки наблюдал за искренней радостью товарища. Когда он впервые шагнул за гермоворота и увидел остатки гигантской машины для прокладки тоннелей, тоже пришел в восторг. «Если быть точным, то здесь только ротор остался. Это основной элемент комплекса, его режущий орган», – пояснил парень для Карины, которая молча разглядывала круглую железку. Что такого крутого было в этой рухляди, она искренне не понимала, но делала вид, что ей интересно. «А где остальной комплекс?» – спросил Тимур, жадно исследуя щит. «Скорее всего, демонтировали и вывезли отсюда по частям». «Почему тогда ротор оставили?» «Он поврежден. Обойди и сам посмотри», – посоветовал Сережа. Тимур со всей осторожностью протиснулся сбоку от покосившегося щита и окинул взглядом металлического гиганта, его резцы и бор-фрезы. Свет фонарика пробивался через отверстие ротора, бросая танцующие тени на стенки камеры, и Сергея с Кариной, замерших недалеко от входа. «Черт, он реально сломан!» – крикнул Тимур. «Тут целого куска не хватает, будто нарочно кто-то выломал!» «Нет, не думаю, это просто невозможно», – возразил Сережа. «Ты долго там планируешь торчать? Нас как бы катакомбы ждут». «Блин, точно!» Тимур выбрался из-за ротора, бросив на него последний влюбленный взгляд. «Ну, показывай, где вход, а то мне уже не терпится повстречать жутких подземных обитателей, которые обдерут мое мясо с косточек». В шутку протянул Тимур и украдкой проследил за реакцией Карины. Как он и ожидал, девушку передернуло. «Не мели ерунды», – проронил Сережа, подступая к дальней части тоннеля, где виднелась узкая полоса земли. Отбросив гофрированные стальные листы, присыпанные грязью и камнями, он обнажил рваный черный провал, уводящий куда-то вниз. Карина и Тимур одновременно шагнули вперед, чуть не столкнувшись, чтобы заглянуть в дыру, показавшуюся им бездонной. «Это точно оно?» – почему-то шепотом спросила девушка. «Я спустился туда на разведку, когда нашел», – признался Сергей, нацелив луч фонаря на бездну. «Просто осмотреться, убедиться, что это необыкновенная пустота. И это действительно катакомбы. Галереи довольно далеко тянутся». Тимур кивнул собственным мыслям и, схватившись за неровный край пролома, сунул голову внутрь. «Ну что, салаги, я погнал. Если меня сожрут первым, то обещайте очистить историю поиска на моем компе». И ловко нырнул в ход, исчезая в чреве мрака. Сережа собирался последовать за другом, но Карина вдруг схватила его под локоть. «Ты уверен, что там никого и ничего не водится?» – несмело спросила она. «Ты что, боишься?» – удивился парень, разглядывая круглое, милое личико Карины, на котором поселилась тень тревоги. «Если не хочешь лезть, я не заставляю. Могу все отменить хоть сейчас. Просто мне казалось, ты сама выразила желание с нами пойти». «Да нет, я и правда хотела». Девушка схватила ладонь Сережи и крепко сжала, переплетая их пальцы. «И хочу до сих пор. Ты постоянно где-то по заброшкам и метро лазаешь. Это так круто. А мне хочется разделить твои интересы, быть всегда рядом». Сережа склонился к лицу Карины и нежно поцеловал в раскрытые губы. «Тогда ничего не бойся, мышонок. Не позволяй воображаемым страхам лишить тебя чувства реальности. Если станешь думать об одних только чудовищах и призраках, то не увидишь, какие на самом деле красоты скрываются под землей.
Со мной тебе нечего бояться». Не расплетая пальцев, он повлек девушку к пролому в стене, и Карина послушно шагнула за ним следом, чувствуя, как щеки пышут румянцем. Глава 3. Другое метро. Гладкие каменные галереи оказались извилистыми и изменчивыми. Они то расширялись, позволяя друзьям идти в полный рост, то вдруг сжимались до тесных ходов, наподобие кроличьих нор. Перепады высоты были незначительными. Наклонно-ступенчатые коридоры спускались достаточно плавно, чтобы лежащие в рюкзаках про запас альпинистские веревки пока не требовались. Тимур шел первым, активно озираясь по сторонам, и свет его фонарика бегал по стенам, как неуловимый солнечный зайчик. Дальше пробирался Сергей, всегда готовый любезно подтолкнуть друга, если тот застрянет где-нибудь. Карина шагала последней, не упуская из виду спину своего парня. Но отчего-то ей было неспокойно, даже за таким надежным плечом. Девушка то и дело оглядывалась на темные тоннели, что троица оставляла позади. Там было множество узких ответвлений, которые они не проверяли и куда не заходили, выбрав самый доступный путь, рисуя мелом стрелки на камне. Мысленно Карина кляла себя за малодушие, ведь ей ежеминутно чудились подозрительные шорохи в темноте, словно позади, за пределами светового круга, кто-то незримо крался по их следу. «Вижу что-то впереди», – подал голос Тимур, и тут же сдержанно ругнулся, ударившись каской о небольшой незамеченный им выступ. «Слушайте, да тут уже выход, судя по всему». С этими словами Тимур ускорил шаг и выступил из тесного зева прохода на открытое пространство. Но почти сразу застыл, стоило свету фонарика выделить из мрака длинный ровный тоннель, облицованный слоем темно-серого камня, и узкую колею рельс. Протянул Тимур, растерянно моргая. «Что там?» – поторопила Сережу Карина, и они вдвоем вывалились из подземной галереи, потеснив Тимура. «Осторожней!» – ворчливо попросил он и сразу добавил. «Серега, походу это полный облом. Катакомбы просто соединяют две ветки метро». «Чего?» «Сам погляди, мы все еще в метро». Настал черед Карины и Сережи озираться, подсвечивая серый коридор лучами фонарей. Как и сказал Тимур, катакомбы вывели их вовсе не к неизведанным глубинам, а в обыкновенный перегонный тоннель метро. «Да этого просто не может быть!» – слабо возмутился Сережа, скидывая рюкзак и принимаясь в нем копаться. Когда в его руках оказался сложенный в несколько раз план подземных коммуникаций метрополитена, пестрящий многочисленными пометками, парень кинул взгляд на бумагу и сдержанно воскликнул. «Вот же! Здесь нет никаких веток метро, ни депо, ни путей, вообще ничего. К тому же мы беспрерывно спускались. Неужели наткнулись на метро 2?» – мечтательно проговорил Тимур, и его карие глаза засияли от наполнившей их надежды. «Ты дурак?» – беззлобно проворчал Сережа, водя пальцем по схеме. «Ты не хуже меня знаешь, где конкретно под городом пролегают спецветки и как нереально на них попасть». «Ребята!» – тихонько позвала парней Карина, ощупывая рукой облицовку тоннеля. «А вам не кажется странным, что здесь все так выглядит?» Друзья послушно перевели взгляды на своды коридора. «Это каменные блоки», – неуверенно заметил Тимур. «А у нас метро выкладывают либо бетоном, либо чугунными тюбингами». Сергей, в свою очередь, обратил внимание на стены. Тут нет кабелей и проводов, и контактного рельса. «Это ведь может быть просто очередной старый тоннель, да? Заброшенный или замурованный?» – спросила Карина, оборачиваясь к спутникам. Сережа кивнул и сложил планы метрополитена, закидывая их обратно в рюкзак. «Если так, то здесь не ходят поезда, и в таком случае мы можем все спокойно обследовать. Идем?» Продвигаясь вдоль стен, троица прислушивалась к безмолвию найденного тоннеля. Кроме их шагов, в темноте отчетливо слышен был только звук капающей где-то воды. Карина внутренне приободрилась, едва замкнутые катакомбы остались позади. Хотя влажные стены этого мрачного тоннеля тоже не внушали ей оптимизма. «Как бы было замечательно», – с надеждой подумала она, – «если бы мы тут больше ничего не нашли, и все на этом закончилось». Ей впечатлений от недолгой прогулки было достаточно. «Эй, что там впереди? Платформа?» – прищурившись, произнес Тимур. «Черт!» – мысленно ругнулась девушка,
и ускорила шаг, пытаясь поспеть за парнями. При ближайшем рассмотрении найденная платформа оказалась довольно низкой и узкой. Декоративные арки украшали стену, к которой она примыкала, и на темно-сером камне кое-где виднелись пятна мха. А за исключением мха здесь не за что было зацепиться взгляду. «А где сам зал станции?» – удивилась Карина, вышагивая вдоль ложных арок, нигде не превышающихся. «Где проход с платформы? Как сюда попасть, не через тоннель?» «Есть вариант, что это просто техническая платформа, небольшая станция для служебных работ», – лениво предположил Тимур. «Или когда-то ей была, пока не закрыли. Но даже так здесь должен быть выход или хотя бы одна дверца». Карина, уверенная в собственной правоте, побрела вдоль платформы, внимательно осматривая стену, будто в ней в действительности мог скрываться никем не замеченный тайный проход. Тимур перевел взгляд с удаляющейся девушки на друга. Тот стоял рядом и озадаченно возился со своими старыми наручными часами марки «Джоб». «Что за фигня?» – бормотал Сергей, крутя заводную головку. «Батарейка, что ли, сдыхает?» Тимур вытянул шею, чтобы увидеть циферблат, где светились зеленые цифры. «Они назад идут». «В том-то и дело, что назад». «А, к черту!» Сережа раздраженно ослабил ремешок и стянул часы с руки, сунув в карман штанов. «Дома разберусь». Тимур кинул еще один быстрый взгляд на фиолетовое пятно, мелькавшее в отдалении, и, убедившись, что оно не стало ближе, негромко сказал другу: «Знаешь, никогда не думал, что ты станешь таким каблуком». «В смысле?» – нахмурился Сергей, впиваясь взглядом в лицо приятеля, словно не понял ни одного сказанного им слова. «В прямом, Серега. Раньше вон как оно хорошо было. Захотели мы с тобой сунуться в бомбоубежище под заводом. Рюкзаки в зубы и погнали. Позвали Дохляк или Шура на диггерскую вписку. Ты уже боты шнуруешь и водку по карманам рассовываешь. А как ты полгода назад с Кариной сошелся, будто другим человеком стал. На подъем тяжелый, на пьянке без нее не ходишь. Теперь по подземке ее таскаешь, хотя видно же, что ей это метро нафиг не сдалось». «Она сама попросилась пойти», – помрачнев еще больше, коротко ответил Сережа. «А ты только и рад угодить ее секундному капризу, да? Это и называется быть подкаблучником, брат. Когда все ее прихоти исполняешь, а сам головой не думаешь. Она просто хочет везде с тобой таскаться, чтобы контролировать, с кем ты общаешься, что делаешь. И ты сам не заметишь, как Карина полностью перекроет твою жизнь на свой манер, как ей удобно». «Достал», – не без раздражения сплюнул Сергей. «Я ее с собой беру, потому что люблю. И не хочу ни на час расставаться, понял? Мне нравится быть с ней вместе, всюду и везде». «Этих розовых соплей ты от нее нахватался?» – брезгливо скривив губы, поинтересовался Тимур. «А как же наше боевое братство? Почему на него ты болт положил? Мы с тобой со школы дружим, прошли вместе огонь, воду и канализационные трубы. Но стоило появиться бабе, тебя как подменили. Я так чую, еще немного, и ты от меня отмахнешься, как от мухи». Судя по перекатывающимся желвакам, Сергей был близок к тому, чтобы послать друга на 3 буквы уже сейчас, но сдержался. Выдохнул сквозь стиснутые зубы и произнес: «Тимыч, ты мой кореш, но она моя девушка. Это, нормально, что я хочу не только тебе, но и ей время уделить. Уж извини». «Так и уделял бы. Но зачем ее было сюда, на нашу вылазку брать? Я не подписывался 3-м лишним на вашей свиданке быть, а просто с другом хотел под метро пошнырять». «Да ты заколебал!» – припечатал Сережа и развернулся на пятках. «Я тебя не держу! Не устраивает наша компания, вали обратно!» Он решительно зашагал в конец платформы, где Карина, присев на корточки, ощупывала мох на камнях. Тимур остался стоять в гордом одиночестве, чувствуя назревшую в его душе бессильную ярость. Дружба, которой он дорожил больше всего на свете, разрушалась у него на глазах. И, кажется, он только ускорил процесс попыткой обо всем поговорить. А ведь когда-то Сережа Лыков, лохматый, улыбчивый мальчишка, переведенный к ним в 6-й класс из другой школы, первым протянул Тимуру ладонь, предлагая подружиться. Ему, Тимуру Стрельникову, забитому одиночке на последней партии, с щекой, распухшей после свежих отцовских тумаков, со шрамами от сигаретных ожогов на руках, едва заживших после очередного запоя матери.
И Сережа ничего не спрашивал о его изношенной, криво заштопанной одежде, о нервных вздрагиваниях от любого шума и нежелании идти домой после школы. Они просто дружили и целыми днями лазили по заброшенным стройкам, коротая время вместе. Друг был его опорой долгие годы, а теперь эту опору расшатывали у него под ногами. Он с горечью наблюдал, как ворковали Сережа с Кариной на другом конце платформы, всерьез раздумывая над тем, чтобы оставить их тут и вернуться в катакомбы, когда его привлек далекий звук, доносившийся из глубин тоннеля. «Ребята!» – растерянно позвал друзей Тимур, но они его не услышали, занятые друг другом. Тогда он повторил громче: «Ребята, поезд едет!» Сережа резко обернулся, прислушиваясь, как и Карина. Далеко, в темноте каменного тоннеля, нарастал гул едущего поезда, который не должен был ходить по этим заброшенным путям. Тимур за несколько секунд бегом преодолел расстояние, разделявшее его и спутников. «Здесь же нет контактного рельса!» – в ужасе пробормотала Карина. «Как он едет?» «Это ручная дрезина или мотовоз на дизеле», – отмахнулся от глупого вопроса девушки Тимур. «Нужно выключить фонари и спрятаться. Если там монтёры, нас отсюда погонят санными тряпками». Троица торопливо погасила свет, оставшись в полной темноте, и забилась в нишу декоративной арки, поскольку иных мест для укрытия на платформе не нашлось. Тоннель заолел, словно в его глубинах поднималось солнце, и через пару секунд весь коридор оказался затоплен густым кровавым сиянием. Оглушительный рев поезда ворвался на площадку, сопровождаемый стуком колес и волной пробирающего до костей холода. Состав выскочил из тоннеля, вздымая в воздух клубы мутной пыли, и неожиданно резко затормозил напротив одинокой платформы. Завизжал металл. Сноп оранжевых искр вырвался из-под колес и брызнул во все стороны. Поезд на 4 вагона замер возле технической станции и с грохотом распахнул двери, приглашая пассажиров занять свои места. Троица приятелей в немом изумлении воззрилась на желто-бежевый состав, совершенно точно не имевший ничего общего ни с дрезиной, ни с мотовозом. Раритетные советские вагоны, озаренные изнутри тусклым бледно-соломенным сиянием ламп, были совершенно безлюдны. Никто не покинул поезд, и никого не было на коричневых кожаных сиденьях. «Он пост?» – сглотнув вязкую слюну, подал голос Сережа. На всякий случай он огляделся по сторонам, убедившись, что желающих сесть в поезд на платформе внезапно не появилось. «Черт возьми, меня больше волнует, за счет чего он двигается», – себе под нос проговорил Тимур. «Разве что едет накатом с выключенными двигателями». Он пробормотал что-то еще, а потом замолк, как и товарищ, ожидая, пока состав покинет служебную станцию, затерянную в недрах подземки. Но ожидание затягивалось. «Почему он не уезжает?» – шепотом спросила Карина, как будто нас ждет, взрезая алыми фарами тьму тоннеля. Поезд по-прежнему стоял возле станции с распахнутыми створками дверей, окутанный странной завесой пыли. Осмелев и устав прятаться, Тимур подошел к первому вагону и перешагнул порог. Осмотревшись в салоне, он протянул: «Красиво, как в музее». «Ты не боишься, что нас увидят?» – зашипела Карина из укрытия. «Слушайте, а это, кажется, вагоны типа А довоенного производства». «Не может такого быть», – возразил Сергей, вскинувшись. «Да их всего ничего осталось, а уж на ходу и вовсе никого не должно быть. Ты брешешь». Желая доказать свою правоту, Сережа забежал в вагон к Тимуру и сосредоточился на поисках заводской таблички. Карина же, испугавшись, что осталась одна на темной платформе, поспешила за своим парнем, торопливо заскочив в освещенный салон. И стоило ей переступить порог, створки всего состава одновременно захлопнулись с глухим стуком, будто мышеловка. «Зашибись!» – с чувством высказался Тимур, вцепившись в поручень, едва поезд резко тронулся с места. «И куда он нас теперь отвезет?» «Надо было остаться на платформе. Зачем вы сюда полезли?» Расстроенно захныкала Карина, упав на сиденье. Сережа, отказавшись от поисков таблички, встал посреди прохода, сложив руки на груди и недобрым взглядом окинув внутреннее убранство поезда. «Не нужно было соваться следом за нами, осталось бы в безопасности», – огрызнулся на девушку Тимур.
«Одна? В темноте посреди заброшенного тоннеля?» «Прекратите!» – прервал их Сережа. «Мы уже внутри, и поезд куда-то нас везет. Не станем же мы выпрыгивать на ходу. Все это так странно и даже жутковато». Карина передернула плечами от холода и, заметив сверлящий взгляд Тимура, замолчала. Однако Сережа думал над тем же самым. Он размышлял над красным светом фар, над пустыми вагонами старого образца и над одной почудившейся ему мелочью. Когда состав тормозил, парень не разглядел в кабине машиниста, но озвучить эти мысли вслух значило бы испугать Карину до слез. Состав мчался по тоннелю по крутой спирали. Дорога все время поворачивала и словно бы уводила вниз под небольшим углом. В тот самый момент, когда троица стала заметно нервничать из-за отсутствия каких-либо остановок, поезд начал замедляться. Вскоре он плавно затормозил посреди кромешной неизвестности и широко распахнул створки дверей. Сережа первым выглянул за пределы вагона, заметил растрескавшуюся платформу, затопленную мраком, и сошел с поезда. Тимур последовал за другом, больше из осторожности, чем из вежливости, придержав створки для Карины, ступавшей самой последней. Девушка задержалась внутри раритетного вагона на мгновение дольше ребят. Она оглянулась посмотреть, не забыла ли что-нибудь на сиденье. И в это самое мгновение мигнули лампы в старинных белых плафонах. И ровно на один удар сердца Карина увидела, что все места в салоне занимают сотканные из теней призраки, закутанные в шинели пассажиры, работники метро в старомодных форменных кителях, маленькие дети, сжимающие игрушки, и обходчики в сигнальных жилетах с путевыми ключами в руках. И все они, без исключения, повернув к Карине головы, сверлили девушку чернотой валившихся глазниц. Глава 4. На дне могильника. «Ну и где мы?» Тимур озвучил вопрос, терзавший всю троицу, уперев руки в бока и широко расставив ноги в резиновых сапогах. Он встал посреди платформы, на которую их привез поезд, и втянул носом воздух. К подвальному запаху затхлости присоединился новый оттенок затухшей воды. Позади, хлопнув на прощание створками, состав тронулся со станции, быстро исчезнув в черном портале тоннеля. И скоро плотный полог тишины опустился на диггеров вместе с привычной смолью мрака, намекая, что пора было бы вспомнить про фонарики. «Как мы теперь вернемся?» – подавленным голосом спросила Карина, обхватив себя руками. Страшное видение в поезде никак не шло у нее из головы. От Сергея не укрылась бледность девушки. Он приблизился, положил руку ей на плечо и мягко сжал. «Ты в порядке?» «Да», – неуверенно ответила она, избегая смотреть ему в глаза. «Просто хочу удостовериться, что мы точно без проблем сможем вернуться». Сережа нахмурился, чувствуя, Карина ему не договаривает, но давить не стал и окончательно передумал делиться с друзьями наблюдениями, сделанными в поезде. Если девушка уже некомфортно себя чувствовала на глубине и в кромешной темноте, то не стоило плодить ее страхи. Карина же боялась сойти за сумасшедшую, рассказав о теневых призраках. В конце концов, ей просто могло это привидеться. А вот Тимур не упустил бы возможности поворчать на боязливую девушку и высмеять ее выдумки. «Мы всегда можем пойти обратно по рельсам и отыскать какой-нибудь лаз», – подслушав их разговор, встрял Тимур. «Либо дождаться поезда, вдруг он тут постоянно туда-сюда курсирует. Но ты рановато думаешь о возвращении. Самое интересное только начинается, потому что я вижу проход дальше. Интересно, куда он ведет?» Едва ли эта новость обрадовала Карину. Она крепче обхватила себя руками, словно надеясь отгородиться от удушающего мрака подземки. Тимур и Сережа бок о бок двинулись вперед, и очень скоро их фонари осветили высокую, вырезанную в камне арку, что венчала собой проход. Гулкий тоннель и растрескавшаяся обветшалая платформа остались позади, а троица ступила в зал, явно некогда служивший полноценной подземной станцией. Здесь еще можно было заметить среди зарослей мха и каменных обломков остатки массивных колонн, крестовые своды и боковые нефы.
но от прежнего величия остались лишь прах и пыль. В молчании друзья побродили по станции, среди запустения, всюду натыкаясь на одни только завалы. Эхо жадно ловило каждый их шаг и вздох, унося добычу в темноту углов, и там разрывая на части, на отдельные неузнаваемые звуки. Карина первой разглядела узкую щель под рухнувшей колонной, за которой был проход. Сергей вызвался сходить на разведку, и вскоре мечущийся свет его фонаря оказался за пределами видимости. Тимур и Карина ждали товарища, стараясь не смотреть в сторону друг друга, но в воздухе между ними чувствовалось растущее напряжение. «Как думаешь, зачем здесь построили эту станцию?» – спросила девушка, чтобы разрядить обстановку. «Так глубоко под землей, без выхода на поверхность». «Откуда мне знать?» – нехотя отозвался Тимур, скрещивая руки на груди. «Видимо, была кому-то надобность. Может, это путь к бункеру времен войны или куда-то в похожее место. Почему тогда допустили, чтобы станция пришла в такое запустение?» «Потому что люди все предают забвению, даже то, что некогда им было дорого». Помолчав пару секунд, Карина вдруг спросила: «Почему вам с Сережей вообще нравится лазать по подобным местам, где все давно уже пришло в упадок? Здесь же совсем ничего нет, кроме пыли и разрухи». «Не все ли тебе равно?» – проворчал Тимур. «Ну, хобби у нас такое с детства. Я просто хочу понять его лучше». Тяжело вздохнув и смирившись, что собеседница не отстанет, пока не получит ответ, парень попытался объяснить. «Ну, это как увидеть своими глазами изнанку города. Ясно тебе? Нечто скрытое ото всех. Может быть, даже уродливое, незаслуженно забытое, но при этом составляющее неотъемлемую часть города. Потому что без этого пройденного этапа невозможно представить все то, что существует сейчас. Вот так как-то». Конечно, Тимур немного слукавил. Для него это было не главной причиной. Любовь к диггерству некогда выросла в нем из любви к тихим безлюдным местам, где его никто не стал бы искать. Никто, вроде семьи. Сергей просто понял и разделил его стремление сбежать от мира. А после это как-то само собой переросло для них в главное увлечение всей жизни – исследование заброшек и опровержение разных легенд метро. Но в глазах Карины все равно на мгновение промелькнуло понимание, однако ответить она не успела, потому что раздался приглушенный зов Сережи. «Лезьте сюда!» Успешно миновав проход, Тимур с Кариной оказались на сточенной временем лестнице, чьи ступени раскрошились практически до неузнаваемости. Сергей ждал наверху, рассматривая стены коридора, покрытые глубокими змеящимися трещинами и пленкой влаги. «Насколько мы сейчас глубоко под землей?» – задумчиво проронил Сергей, когда Тимур преодолел подъем и встал плечом к плечу с другом. «Тимыч, я в самом деле не думал, что те катакомбы могут завести нас на такие неизведанные уровни метро. Это просто находка. Мне больше интересно, что мы увидим дальше. Ходы явно ведут куда-то еще». Через несколько метров коридор вильнул. Его каменные стены, потеряв всякую форму, стали напоминать оплавленное мороженое. Откуда-то пахнуло сероводородом, как от тухлых яиц, и Карина с отвращением поморщилась. Наконец дорога оборвалась в просторном зале с довольно низким земляным потолком, нависающим практически над самой головой. Если вытянуть руку, легко можно было бы его коснуться, но никто этого делать не стал. Потолок повсеместно поддерживали кривые подпорки и деревянные балки, но, судя по комьям земли под ногами, это было не особо успешным решением. Почва все равно обваливалась. Запах в помещении стоял специфический, болотно-зловонный, исходивший от влаги, медленно сочившийся с потолка, оседавший на стенах минеральными отложениями и собиравшийся отдельными мутными лужами. В дальнем конце подземного зала виднелось несколько широких проемов, уводящих глубже в лабиринты катакомб. «Мне здесь не нравится», – не сдержалась Карина. Она помялась на месте, не решаясь ступить дальше, и под сапогом у нее что-то громко хрустнуло. Сперва она подумала, что это один из небольших сталагмитов, встречавшихся здесь на полу. Но стоило ей поглядеть вниз, девушка вскрикнула. Она раздавила грязно-желтые кости человеческой ступни. «Мамочка!» Испуганно завизжав, Карина задрожала.
Взгляд ее судорожно заметался по полу, замечая все новые и новые фрагменты костей. Вот валялась беззубая челюсть, рядом неопрятной грудой лежали человеческие ребра, а подле них из кучи влажной земли торчала берцовая кость. Сережа бросился к девушке, стремясь защитить ее от незримой угрозы, и, проследив за взглядом Карины, сразу увидел кости под ногами. «Скелеты!» – вздрогнул Тимур. Он стоял, задрав голову, и свет фонаря на каске озарял обрывки савана и трухлявые кости, выступающие из земли на потолке. В этот самый момент, совсем недалеко от Тимура, отполированный временем череп, словно новорожденный младенец, выпал из чрева матери земли и рухнул в зловонную лужу, окатив ноги парня волной брызг. «Черт!» Он запоздало отпрыгнул, но черные штаны успели впитать вонючую жижу, в которой годами лежали истлевшие человеческие останки. «Что это за дерьмо? Почему у нас над головой, мать его, подземное кладбище? Давайте уйдем отсюда!» В ужасе запричитала Карина, отбросив все притворства. Как бы она ни старалась последний час демонстрировать смелость, чтобы доказать всем и вся, что она далеко не изнеженная девчонка и достойна быть с Сережей, разделяя его неординарные увлечения. Но теперь нервы ее окончательно сдали. Она так надеялась, что Сереже не придется краснеть перед друзьями за свою девушку. Но если тени в поезде она еще сочла галлюцинацией, то вполне себе осязаемых мертвецов ее храбрая душа выдержать попросту не могла. «Тихо!» – повысил голос Сережа, протянув руки к Карине. «Успокойся! Это просто старые кости. Ты присмотрись, они в пыль рассыпаются от одного прикосновения». В доказательство парень наступил на ближайшую кучку ребер, и те с треском превратились в груду обломков. «Я думаю, Тима прав», – продолжил он. «Мы сейчас находимся прямо под каким-то очень глубоким и старинным могильником. Судя по всему, этим останкам сотни лет. Землю понемногу подмывает, вот они и вываливаются сюда, в полость. Ничего страшного тут нет. Я думаю, Тима прав. Мы сейчас находимся прямо под каким-то очень глубоким и старинным могильником». Он говорил разумные вещи спокойным голосом, но испуг Карины оказался сильнее. Девушка протестующе замотала головой и горячо возразила. «По-твоему, нет ничего страшного в том, чтобы очутиться на самом дне могильника, под тоннами земли и костей, когда вокруг нас только заброшенные катакомбы? Надо возвращаться!» В поисках подходящего ответа, который мог бы успокоить девушку, Сережа задумался на пару секунд. Тимур же воспользовался паузой и поддел Карину. «Если ты так хочешь уйти отсюда, то почему бы тебе уже наконец не сделать это, а, маленькая трусишка?» «Тимыч!» – рявкнул Сергей. «Ты опять за свое!» «Я говорил тебе, что не собираюсь слушать бабские истерики и нытье. Не смей так говорить!» Завязалась безобразная словесная ссора. Встав напротив друг друга и сжав кулаки, парни грязно ругались, забыв, где они находятся и кто вокруг них лежит. Эхо подхватывало голоса. Крики отражались от стен зала и уносились далеко в переплетение катакомб. Дело близилось к драке. В бессильном отчаянии Карина, стоя у входа, наблюдала за этой сценой, в полной мере осознавая, кто именно во всем виноват. Это только из-за ее эгоистичного желания Сережа был вынужден, не считаясь с мнением товарища, взять девушку под землю. Она всего лишь хотела подняться выше в глазах своего парня, заслужить доверие его лучшего друга, отважившись на вылазку, чтобы кроме внешней красоты и изящества в ней наконец разглядели мужество и стойкость. Но вот она стала причиной раздора между двумя лучшими друзьями, грозящего перерасти в рукоприкладство. И это в такой-то непростой ситуации, когда они забрались на какую-то совершенно немыслимую глубину подземки, откуда никто бы их не вытащил, случись вдруг что. К тому же парни возвращаться так быстро явно не желали, и сейчас им всем следовало действовать сообща, как команде, но, похоже, только Карина со своими эмоциями мешала этому. По крайней мере, она считала именно так, и потому, собрав всю волю в кулак, слабым голосом произнесла: «Я пойду дальше». Ее не расслышали, и девушке пришлось повторить громче, сжав кулаки так сильно, что ногти впились в ладони.
«Я пойду с вами дальше и больше не буду жаловаться и плакать. Обещаю. Только не ругайтесь». Сережа, удивленно подняв брови, обернулся к Карине, думая, что ему послышалось. Тимур тоже замолк на полуслове и посмотрел в сторону девушки. «Почему ты так решила?» – спросил Сергей. «Тебе же страшно». «Страшно? Ну и пусть. Но мы уже достаточно глубоко спустились, чтобы сейчас возвращаться. А вам явно важно до конца исследовать это место». «Рад, что ты это осознаешь», – мрачно отозвался Тимур, сверля спутницу непримиримым взглядом. «А разделяться – плохой вариант», – продолжила Карина нетвердым голосом. «Мало ли кто может потеряться. Так что я буду держать себя в руках и молчать остаток дороги». Она сделала рукой движение, будто закрывает рот на замок и выкидывает ключ. Сережа разрывался между нежеланием принимать эту жертву и жаждой продолжить исследование катакомб. Он видел, как нелегко девушке далось это решение, как она боялась на самом деле. Сережа приблизился к Карине, подхватил ее нежные руки и стиснул их. «Я с тобой. Я буду рядом. Думаю, тут немного побродить осталось. А потом мы вернемся, выберемся на поверхность и с улыбкой будем вспоминать все эти страхи. Да, мышонок, ты ведь веришь мне?» Она слабо кивнула и растянула губы в жалком подобии улыбки. Вышло неубедительно. «Ну, если все решено, то отправляемся дальше», – безжалостно прервал их Тимур. «Хватит прозябать в этом могильнике. Нужно посмотреть, куда ведут галереи». Он двинулся к нескольким проемам, видневшимся в дальней части помещения. Неровные дыры уводили в темноту и пустоту, и Тимур замер перед ними в задумчивости. Карина с Сережей подошли к товарищу, и свет 3 фонариков заплясал по разверстым каменным зевам. «Какой путь выберем?» Карина вдруг сделала пару шагов вперед, ступив в средний проход, и внимательно к чему-то прислушалась. «Ты чего?» – занервничал Сергей, дернувшись к ней. «Что это?» – изумленно прошептала девушка, вытянув шею. Сережа с Тимуром обратились вслух, и почти сразу они различили, как где-то далеко чарующие голоса затянули песню. Тихая мелодия разлилась по подземелью, заполняя собой самые тайные его каверны. «Я уже слышал это раньше», – мгновенно вспомнил Сергей. «Это сирены. Те самые, из легенды?» – спросил Тимур, поправляя каску. «Да, больше похоже на то, что где-то просто ветер свистит. Идем, проверим». И, поведя плечами, Тимур зашагал вперед, в средний проход. Переглянувшись, Сережа с Кариной последовали за ним, но девушка чуть отстала, бросив последний настороженный взгляд себе за спину, где лежал заброшенный могильник. И в луче ее фонаря опять на мгновение возникли и сразу пропали десятки человеческих фигур, сотканных из теней. Обретя вторую жизнь, они поднимались из праха, что выплевывала влажная земля, и бесшумно ступали следом за троицей. Карина чуть не вскрикнула, но вовремя закрыла рот ладонью. Нельзя было жаловаться, пугаться или проситься домой. Она пообещала это себе и своим друзьям. Она должна была доказать, что не является обузой, пусть даже это место как-то плохо на нее влияло, вызывая галлюцинации. На глазах у девушки блеснули непрошенные слезы, которые она тщательно утерла рукавом в темноте, пока никто не видел. А затем ускорила шаг, стараясь держаться ближе к Сереже, который понятия не имел о видениях, терзающих его возлюбленную. Галерея оказалась довольно короткой. Проход пару раз вильнул и вывел искателей в помещение, где в темноте терялись стены и потолки. Свет фонарей на касках едва смог высветить огромные неохватные сталактиты, спускавшиеся откуда-то сверху, и тянувшиеся им навстречу сталагмиты. Обширная подземная пещера простиралась так далеко, что эхо безвозвратно уносило любые звуки, и только пение сирен зыбким маревом висело в воздухе. Но куда волнительнее оказалось для троицы увидеть то, что невероятных размеров зал таил на дне неглубокой низины в самом своем сердце. Там лежали руины древнего города. Глава 5. Процессия королей и трупов. На улице города они ступили, с трудом сдерживая трепет от невероятной находки.
Необозримые своды подземной пещеры давили на головы величественностью, позволяя в полной мере насладиться осознанием собственной ничтожности и мизерности. Ведомые таинственным пением сирен, друзья шагали по истертым мощенным улицам серого города, мимо грубых каменных построек, превратившихся в развалины века назад. Где-то сохранились лишь стены с неровными прямоугольниками окон, где-то частично уцелели нижние этажи с трухлявыми деревянными дверьми и ставнями, а изредка из темноты выплывали угрюмые башни с плоскими крышами. «Невероятно!» – с трепетом прошептала Карина, широко распахнутыми глазами озирая останки неизвестной цивилизации. «Огромный подземный город!» «Вот уж действительно находка!» Почесывая коротко остриженную голову под каской, задумчиво протянул Тимур. «Последнее, что я ожидал обнаружить под метро, так это целый, чтоб его, город возле могильника». Сережа вильнул в сторону, решив заглянуть внутрь одной из построек. Несмотря на сохранившуюся крышу и ставни, в доме не оказалось никакой мебели или следов пребывания некогда жильцов. Пол покрывал толстый слой пыли и каменных обломков, а в воздухе висел рисковатый запах неясной природы, который не исчез, не ослабел, стоило Сереже вернуться на улицу. «Ну как?» – сразу поинтересовался Тимур. «Есть что?» «Не, здесь как будто никто никогда и не жил. А может, здесь и в самом деле никто никогда не жил?» – ухватилась за эту мысль Карина. «Кому это нужно? Сидеть в темноте и холоде, да еще и так глубоко под землей. Ну, это могло быть временное укрытие», – предположил Сережа, стараясь не терять тонкую путеводную нить нечеловеческих голосов сирен, что манили путников к себе через лабиринты улиц и подворотен. «Вроде как я слышал, что в некоторых странах в древности люди рыли подземные города и катакомбы, чтобы прятаться от захватчиков, религиозных преследований и подобных угроз. Пережидали трудные времена в укрытии, а после возвращались на поверхность». Девушку, по-видимому, такой ответ полностью удовлетворил, и она продолжила шагать молча, лишь изредка зачем-то оборачиваясь и поглядывая себе за спину. Сережа тоже на всякий случай обернулся, но так и не увидел, что обращало на себя внимание Карины. Тимур же ступал по вымершим улицам, томимый неприятным нарастающим чувством тревоги, которое появилось в могильнике и теперь неотступно следовало за ним. Он почти физически ощущал присутствие в воздухе опасности, но никак не мог объяснить себе, что именно его волновало, обостряя инстинкты. То ли это была глубокая чернота дверных и оконных проемов в забытых домах, то ли голоса сирен, обольстительно пугающие, которых просто не должно было существовать в сотнях метров под землей. И на завывание ветра это походило все меньше, потому когда пение в один момент резко оборвалось, он не сдержался и облегченно выдохнул. «Замолчали», – разочарованно произнес Сергей, прислушиваясь к угасающему эху. «Может, оно и к лучшему», – отозвался Тимур. Отзвуки эха стихли окончательно, но Тимур был вынужден признаться себе, что его тревога ничуть не ослабла, а напротив налилась большей силой. Потому что в нависшей над городом тишине он теперь отчетливо мог различить мелкие несущественные звуки, наполнявшие этот, казалось бы, совершенно безжизненный и покинутый город. Где-то высоко над головами троицы, под сводами необозримого потолка, раздавалось легчайшее хлопанье крыльев. Тимур сразу подумал о летучих мышах, нашедших себе убежище в темной, глубоко запрятанной пещере, но одновременно с тем он различил другой звук, который был куда ближе и показался ему куда более зловещим. Из мрака соседней улочки, отделенной от ребят линией разрушенных домов, доносился мерный скрип и стук. Карина и Сережа, занятые перешептыванием, ничего не заметили, а вот Тимур, замедлив шаг, весь обратился вслух. Ему не хотелось в это верить, но больше всего звук походил на скрип несмазанных колес деревянной телеги, со стуком катившейся по мостовой. Но откуда на руинах древнего города было взяться телеге, и кто ее тащил? Он раздумывал, следовало ли беспокоить друзей по этому поводу, или одному сходить и все проверить, когда Сережа, вдруг прервав их с Кариной милую беседу, нахмурился и подошел к ближайшему дому. «Что такое?» – сразу заинтересовалась девушка.
На отдельных зданиях в городе, как и на этом, где сохранились деревянные двери и оконные ставни, встречались изображения крестов, нанесенные красной краской. Сергей не особенно обращал на них внимание с того самого момента, как они ступили на мостовую. Но теперь его привлек влажный блеск, и парень неуверенно коснулся креста. «Странно, это свежая краска», – тихо пробормотал он. Однако друзья его расслышали. «Как это свежая?» – переспросила Карина, нервно схватив свою косичку за кончик. Сергей не ответил, размывая между пальцами алую каплю краски. Его ноздрей коснулся легкий, неуловимый аромат меди, и, чтобы не пугать Карину еще больше, парень быстро вытер пальцы о кофту. Он развернулся к девушке с безмятежной улыбкой и ответил: «Да, просто показалось». «Нет, погоди», – не поверила Карина. «Ты сказал, что краска на двери свежая». Тимура не просто охватили волнение и тревога, смешанные в единый кремучий коктейль. Они захлестнули его с головой, обнажая все чувства и нервы, напрямую вопя об опасности. «Ребят, тут что-то не так», – начал было он, но его голос заглушил угрожающий рокот, который, будто предвестник близящегося несчастья, вдруг разнесся над всем городом. Бом! Где-то на потолке необозримой пещеры взвились с места стаи летучих мышей, с хлопаньем и пронзительным писком рассекая пелену темноты, сковывающую город. Возле Сережи испуганно вскрикнула Карина и сразу зажала себе ладонью рот, проглотив свидетельство собственной трусости, хотя никто из спутников не смел упрекнуть ее в тот момент. Бом! Во второй раз пронесся по улочкам подземного города неясный раскатистый гул, от которого затряслась земля, а по развалинам заметалось эхо. «Что это, такое?» Порывистым от волнения голосом воскликнул Тимур, озираясь по сторонам. Это колокол!» Прижав к себе дрожащую Карину, ответил бледный Сергей. «Бум!» В третий и последний раз прозвенел на одной из дальних незримых башен набатный колокол. И в то же мгновение улочки вымершего города заполнило нарастающее шуршание. Леденящий душу звук распространялся между домами моровым поветрием, стремительно и неотвратимо. Казалось, камни под ногами и пугливые тени в переулках исторгали из себя этот шорох. Но настоящего источника нигде не было видно, пока на мостовую со всех сторон внезапно не хлынули крысы. Замелькал сплошной поток серых спинок, помеченных алыми крестами. Грызуны сотнями выбирались наружу из опустевших домов, незримых щелей и пустот. Сбиваясь в стаи, вскоре они слились единой неудержимой лавиной и затопили улицы, как вышедшая из берегов река. И от этой стихии не было спасения. «Крысы!» Не в силах больше сдерживать страх, истошно завизжала Карина, и лицо ее исказило гримаса омерзения и беспомощного ужаса. «Тут повсюду крысы!» Оттолкнув от себя Сергея с такой силой, что он зашатался, девушка бросилась прочь. «Карина, стой!» – окликнул ее парень и побежал следом, надеясь остановить возлюбленную. Но она его не слышала. В безумном порыве, стремясь покинуть это проклятое место, куда они втроем непонятно зачем забрались. Смертельно бледный Тимур немедленно поспешил за другом, стараясь не наступать на серые тельца, снующие под ногами. Его и самого пугало то, что он видел и слышал, но бросаться в неизвестность, как Карина, парень не собирался, отдавая себе отчет, что сейчас было бы разумнее спрятаться и переждать в укрытии крысиное нашествие. «Карина!» – кричал Сережа, задыхаясь от бега. «Стой! Пожалуйста! Остановись!» Но девушка не могла заставить собственные ноги остановиться, даже если бы захотела. Полностью отдавшись инстинктам, она летела по улочкам, ныряя в подворотни и узкие ходы. Но всюду на нее смотрели черные бусины крысиных глаз. Везде ее сопровождали вереницы серых паразитов с красными крестами на спинках и грязно-розовыми червями хвостов. Сколько раз за эти краткие мгновения она пожалела, что из-за собственного упрямства решила спуститься с Сережей и Тимуром под землю. Бесчетное количество раз. Кому и что она пыталась доказать своим поступком. Тимуру было плевать на нее.
Сережа любил ее и без того. А сама она лишь убедилась, что не обладала той стойкостью, о которой не уставала себе твердить. Тимур был прав. Она – изнеженная слабая девчонка, которой можно только платье носить и мило улыбаться, а никак не исследовать мрачные подземелья наравне с парнями. Иногда слабость не таит никакой скрытой силы. Иногда слабость – это просто слабость. Сережа чувствовал, что Карина ускользала от него все дальше и дальше. Он терял ее в зловонной крысиной толпе и удушливой власти страха. А вместе с тем таяла его уверенность, что он защитит собственную девушку от любой беды. От самой себя он ее защитить никак не мог. Крысы, заполнившие улицы пустынного города, кишели под ногами, отчаянно пища и пытаясь кусаться, стоило случайно наступить им на хвост. Сергей откровенно не понимал, откуда их здесь так много. Но вскоре его мыслями завладело другое явление. Движение крысиных течений изменилось, устремившись в одну сторону. Они словно потянулись к чему-то пока невидимому, силясь слиться в единый рой. Сергей раньше Карины увидел то, что вбирало в себя все больше и больше крысиных тел. То, к чему Карина бездумно бежала, ничего не видя за пеленой слез. По широкому, мощенному проспекту навстречу девушке неслось, стуча колесами, искаженное, устрашающее подобие похоронного кортежа. Крысиные короли, живое месиво из шерсти и спутанных хвостов, оплетенные ремнями. Тащили за собой старую скрипучую повозку, заполненную мертвецами. Укутанные в драные саваны и накрепко стянутые жгутами человеческие тела лежали в телеге неопрятной грудой. Обычные крысы, будто могучее течение, подхватывали процессию королей и трупов и влекли ее дальше с невероятной скоростью. И все новые и новые паразиты присоединялись к шествию, образуя живое, волнующееся море крыс. «Стой!» – на пределе возможностей закричал Сергей. Но все было впустую. Карина заметила угрозу только в самый последний момент, когда, споткнувшись о крыс, рухнула на камни и, подняв голову, с ужасом увидела перед собой это немыслимое творение хаоса. Ее истошный визг вспорол воздух, немедленно потонув в крысиной возне и писке, а после серый шерстистый океан захлестнул так и не поднявшуюся на ноги девушку, погребая под собой. Тоненькая фигурка в фиолетовой ветровке бесследно растворилась в зыбучей трясине крыс. «Нет, Карина!» Срывая голос, взревел Сергей, намереваясь немедленно броситься в отвратительную, смердевшую пометом кучу и вызволить любимую во что бы то ни стало. Пусть даже ему бы пришлось прорываться сквозь мелкие, теплые тельца грызунов ногтями и зубами. Его перехватила чья-то крепкая рука, стиснула предплечье до синяков и увлекла в темноту ближайшего полуразрушенного дома. Тимур оттолкнул отчаянно сопротивлявшегося друга к стене, на что Сергей зло ощерился и попытался прорваться к выходу. «Что ты делаешь? Пусти! Я должен ей помочь!» Его замутненные яростью и отчаянием глаза ничего не видели перед собой, кроме искаженного ужасом лица любимой. Последний миг перед тем, как она утонула в серой пучине вредителей, захлебываясь слезами. «Эти крысы сожрали ее! А если побежишь туда, тогда сожрут еще и тебя!» – кричал Тимур, тряся приятеля за плечи. Воззвание к голосу разума не удалось. Сергей не оставил попыток отпихнуть друга и выбежать на улицу. Он отчаянно толкался, не замечая, как оставляет на коже товарища синяки и ссадины. «Я должен спасти Карину! Я должен!» «Уймись, придурок! Иначе твари заберут нас обоих! Нам нужно переждать, пока они уйдут!» Тимур отвесил приятелю крепкую, отрезвляющую пощечину. Но это едва ли помогло, только дало Сереже еще больший стимул бороться и сопротивляться. Он вцепился в Тимура, пытаясь то ли задушить его, то ли сдвинуть с места, но это было равносильно тому, чтобы толкать скалу. Тем временем, совсем близко от их убежища, по улице пронеслась смертельная процессия, сопровождаемая скрипом телеги, крысиным попискиванием и шорохом сотен хвостов. Тимур через проем окна разглядел мерцающий свет Карининого фонарика.
который метался по толпе серых грызунов, как луч маяка по морским валам. Крысы тащили девушку с собой, и изредка можно было различить в общем шуме ее жалобный вой. Сережа тоже его расслышал. «Она еще жива! Они не сожрали ее! Пусти меня!» Он рванулся с такой силой, что Тимура откинуло спиной на обломки, но он все равно удержал друга, чувствуя тупую ноющую боль в шее от столкновения с камнями. «Подумай башкой, что ты сделаешь один против толпы зверья? Мне плевать, я не оставлю ее!» Процессия королей и трупов скрылась из виду, свернув с проспекта на соседнюю улицу. Стук телеги и цокот крысиных когтей по камням постепенно стали затихать, теряясь в переплетении гулких подворотен. Опасаясь, что он упустит похитителей, Сережа извернулся в медвежьих объятиях Тимура и в конце концов вырвался, оставив в руках приятеля свой рюкзак и лоскут флисового джемпера. Задыхаясь, он немедленно бросился в погоню, выкрикивая имя девушки как безумец. Грязно ругнувшись, Тимур вскочил на ноги и последовал за другом. Одинаковые улицы мелькали перед Сергеем, сменяя друг друга. Он бежал, и свет фонарика на каске прыгал по разрушенным стенам домов и неровной мостовой. Хвост зловещей процессии показался всего на миг из узкого проулка, и парень, не раздумывая, бросился за ним. Крысы едва слышно шуршали где-то впереди, но объявшая город тьма не позволяла разглядеть их серые тела с алыми чумными крестами на спинах. Сергей бежал больше на запах, на волну отвратительной звериной вони. В какой-то миг звуки повозки окончательно растворились в безмолвии мертвого города, и парень испугался, что безвозвратно упустил и без того слабый след. Продолжая полагаться на обоняние, вскоре он неожиданно для себя вырвался на открытое пространство. Перед ним раскинулась площадь, обрамленная обломанными зубьями древних построек, посередине которой в земле зиял обширный провал. Некогда громадный кусок мостовой обрушился, образовав крутой спуск в потаенные глубины подземелья. Куда делись крысы, гадать не приходилось. Из бездны дохнуло застоявшимся смрадом, смешанным с резкой вонью крысиного помета и мочи. Сережа подобрался к самому краю и в лихорадочном волнении глянул вниз, туда, куда уводил наклонный каменный отломок площади. Если спуститься в яму, то обратно подняться было почти невозможно, только если ты не обладал крысиной цепкостью. Голос запыхавшегося Тимура настиг парня, когда тот почти сделал шаг вперед. «Не глупи, Серега! Карина потеряна! С голыми руками ты не спасешь ее из крысиного логова!» Тимур быстро приближался из-за поворота с 2 рюкзаками на спине. Вид у него был избитый и изможденный, но глаза горели мрачной решимостью. «А вот мы с тобой еще можем уйти живыми. Мы можем свалить отсюда нахрен прямо сейчас, бросив эти сраные катакомбы. Эта вылазка не должна была превращаться в такое дерьмо. Могильник, сирены и целый гребаный город крыс. К черту все это, с меня хватит. Надо валить». «Валить?» – взбесился Сергей, развернувшись на пятках к товарищу. Намокшие от пота каштановые волосы водорослями облепили его бледное лицо. На кофте зияла дыра, но парню было все равно, как он выглядел в тот момент. «Если бы ты не пытался меня остановить, я бы помог Карине сразу, отогнал бы этих тварей от нее. А ты заставил меня трусливо прятаться за стенами и смотреть, как крысы ее волокли!» «Я был уверен, что ей уже хана, и пытался спасти тебя. Они бы утащили любого, кто встал у них на пути», – задохнулся от злости Тимур. Неожиданно вся ясность его мотивов померкла перед ним перегоревшей лампочкой. Ведь лучший друг винил его за то, что Тимур буквально не дал ему убиться. «Но она жива, и в итоге из-за тебя я потратил драгоценное время и трачу его сейчас», – выплюнул Сергей, повернувшись к провалу в земле. «Можешь валить, но я иду за ней. Я обещал ей, что всегда буду рядом и буду ее защищать. Я обещал, что ей нечего будет бояться». С этими словами Сергей шагнул в темноту пролома и стремительно заскользил вниз по склону, ведущему в кромешную тьму.
Тимур едва сдержал вопль отчаяния, готовый сорваться с губ. Он закрыл лицо руками, не желая верить во все случившееся. Но когда отнял ладони, реальность по-прежнему стояла перед ним в своем отвратительном обличье. В детстве и юности Сережа был тем, кто вечно вытаскивал Тимура из неприятностей. Похоже, настало время им поменяться ролями. «Я иду с тобой», – решившись, просипел он. А потом, сорвавшись с места, бросился к бездне, крича во всю мощь легких: «Придурок! Я иду с тобой!»